Всем привет! Меня зовут Елена Эрмина, и вы на моем канале по вязанию. Сегодня мы будем с вами вязать крючком, и я предлагаю вам вот такую модель. Летние майки топа. Майка связана крючком. Для вязания майки можно использовать пряжу секционного или меланжевого окрашивания. Также подойдет однотонный вариант пряжи. Для вязания данной модели предлагаю вам выбрать пряжу Анна 16, либо Филодискози номер 5, Alize Diva и Baby Cotton. Вот 4 варианта пряжи. Ссылку на интернет-магазин на пряжу, который я вам показала, и свой промокод на скидку, размер скидки 5%, я оставила вам в описании под этим видео и в комментариях. Крючок для вязания выбираете номер 2, либо 2,25. 2,25 крючок для пряжи Baby Cotton. И также Diva. Если будете вязать из пряжи Анна 16 и Филодискози, то крючок номер 1,75, либо номер 2. Информация по расходу пряжи. Примерно 250-300 граммов. Все зависит от того, какой метраж вы пряжи выберете и также на какой размер будете вязать. Топ вяжется сверху вниз. Интересный способ вязания. Выкройка. Схемы. Все эти материалы вы найдете на моем канале, который находится на Яндекс.Дзен. Я дублирую схемы, выкройки и также мастер-классы по вязанию на Яндекс.Дзен. Название канала «Вязание крючком» Елена Эрмина. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Сразу же разберем, как вяжется данная модель. Вот схема начала вязания, там, где у нас плечо. Направление вязания. Здесь деталь перед и деталь спина. Перед и спинка вяжутся одинаково. Квадратный вырез горловины. Значит, вяжете 2 плеча и потом до нужной высоты, это будет у нас глубина выреза горловины. Здесь набираете потом между вот этими фрагментами цепочка идет. Длина цепочки — это ширина выреза горловины. Делаете слева и справа прибавки для того, чтобы у вас сформировалась пройма, подрезы. Выходите на свой обхват груди, снимаете мерку. Здесь получается полуобхват груди плюс прибавка на свободу прилегания. Все подробности, как вяжутся плечевые вещи крючком и спицами, вы можете посмотреть на моих подробных попетельных мастер-классов. Каталог всех мастер-классов, которые у меня есть, смотрите в конце данного видео. Выбирайте любую модель и присоединяйтесь к вязанию. Я все уже там подробно показываю, наглядно и рассказываю, как вяжутся вещи, независимо от того, на какой размер вы будете вязать. И все, далее вяжете прямым полотном, окончательно, то есть довязали до нужной длины, выполнили. Здесь получаются у нас боковые швы, и плечевых швов у нас не будет, так как у нас направление вязания двухстороннее. Это получается в топ вяжется снизу, сверху вниз. Сначала перед связали, потом возвращаетесь к плечу и вяжете уже в другом направлении. Вяжете спинку и обвязываете горловину и низ изделия. Также рукава. Все очень просто. Для вязания я выберу пряжу Alize Diva в 100 граммах с 350 метров. Это 100% микрофибра акрил, крючок номер 2,25. Вязать образец узора будем вот по этой схеме. Первый ряд, он установочный, не входит в основу раппорта. Раппорт узор начинается по схеме со второго ряда и состоит всего лишь из одного ряда, который все время повторяется. Набираем цепочку для 2 раппортов. Длина цепочки 31 воздушная петля. Ширина одного раппорта 15 петель. Мы будем вязать с вами 2 раппорта. 15 плюс 15 получается 30 петель и 1 воздушная петля дополнительная идет для симметрии узора. Общее количество петель набранных цепочки 31. Набрали цепочку, приступаем к вязанию установочного ряда.
Дополнительно вяжем еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. От конца цепочки отступаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В основании 8 петли провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. В следующую петлю цепочки провязываем второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. На крючок набираем 2 накида, пропускаем 1 петлю, через петлю вяжем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, набираем 3 накида, в следующую петлю провязываем столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, в следующую петлю вяжем столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, в следующую петлю вяжем столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, в следующую петлю провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 1 накид на крючок. Здесь мы пропускаем 1 петлю, пропустили, и через петлю вводим крючок, провязываем столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, в следующую петлю вяжем столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли, 1, 2. Связали первый раппорт. Я потом покажу, из каких петель элементов состоит один раппорт. Давайте свяжем вместе раппорт еще раз. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петли, в 5-ю петлю столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, в следующую петлю второй столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля. Здесь мы пропускаем с вами 1 петлю, и в следующую петлю, во вторую, провязываем столбик уже с 2 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, в следующую петлю столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, в следующую петлю столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, в следующую петлю столбик с 3 накидами, 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, в следующую петлю столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля. Здесь мы пропускаем петлю, получается, через петлю во вторую вяжем столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, в следующую петлю второй столбик с 1 накидом,
И заканчиваем вязать узор по схеме. Я вяжу 1 воздушная петля, пропускаю 2 петли цепочки, 1, 2, в третью провязываем столбик с одним накидом. Все, связали с вами 2 раппорта узора. Сейчас мы с вами будем разбирать, из чего у нас состоит, из каких петель один раппорт. Раппорт узора 15 петель в первом ряду. Начинается раппорт у нас там, где вяжется столбик с одним накидом. В основу раппорта входит вот эта первая петля раппорта, там, где провязан столбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с 2 накидами, 3 столбика с 3 накидами, 1 столбик с 2 накидами и 2 столбика с одним накидом. Между столбиками мы вязали по 1 воздушной петле. Цепочка из 2 воздушных петель. Следующий раппорт начинается с петли, где мы провязали столбик с одним накидом. Вот. То есть раппорт начинается от столбика с одним накидом и заканчивается петлей вот этой. Петля, где заканчивается первый раппорт. Вот эта петля — это начало уже второго раппорта. Общее количество петель 15. Вот. Это основа одного раппорта. Далее, для того, чтобы продолжить вязание, вы повторяете все время раппорт из 15 петель. Вяжем по счету второй ряд, либо первый ряд раппорта. Вот этот первый ряд у нас был установочный. 4 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. Во втором ряду у нас будут вязаться только столбики с одним накидом. Пропускаем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. И в вершину третьего столбика под косичку я ввожу крючок, то есть под переднюю и заднюю стенку, провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Между столбиками вяжем 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. В вершину столбика 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Между столбиками 4 столбик, 1 воздушная петля, в вершину столбика 5 столбик, 1 воздушная петля. Между столбиками провязываем 1 столбик с одним накидом, все столбики с одним накидом. В вершину столбика провязываем столбик, 1 воздушная петля. Между столбиками вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И в вершину столбика провязываем столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. Давайте проверим. Общее количество столбиков с одним накидом должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков с одним накидом. И заканчиваем вязать раппорт. Раппорт заканчивается провязыванием 2 воздушных петель. Приступаем к вязанию следующего раппорта. Повторяем. Находим вершину третьего столбика, 1, 2, 3. Прокалываю крючок, под косичку ввожу крючок и вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Между столбиками 2 столбик, 1 воздушная петля. Вершину столбика 3 столбик, 1 воздушная петля. Между столбиками 4 столбик, 1 воздушная петля. Вершину столбика 5 столбик, 1 воздушная петля. Между столбиками здесь получается 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. 7 столбик,
с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 8 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда провязываем 9 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. Здесь мы пропускаем с вами 2 воздушных петли, 1, 2, и в основании 3 петли вяжем столбик с одним накидом. Все, связали с вами 2 раппорта. Давайте разберем. Раппорт узора во втором ряду состоит из 9 столбиков с одним накидом, между столбиками 1 воздушная петля. Начало раппорта вот этот первый столбик с одним накидом. Заканчивается раппорт, вот провязали вот этот, все 9 столбиков с одним накидом провязали, вяжете 2 воздушных петли. Все, это основа раппорта. Вот этот фрагмент, это первый раппорт. И следующий раппорт у нас начинается опять же со столбика первого с одним накидом, заканчивается 2 воздушными петлями, и начинается уже третий раппорт. Так как я вяжу по схеме, то по схеме здесь 1 воздушная петля. Но если вы будете продолжать вязать третий раппорт, вяжите не 1 петлю, а 2 петли воздушных. Давайте свяжем раппорт еще раз. Мы связали с вами первый раппорт узора, повторим этот раппорт еще раз. Цепочка 4 воздушных петли, разворачиваю вязание на другую сторону, и вяжется этот раппорт узора точно так же, как мы вязали узор во втором ряду. Пропускаем 2 столбика, вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика 7 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 8 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и вершину столбика 7 9 столбик с одним накидом. Вот так вот смотрится узор. Раппорт узора 2 воздушные петли. Все, связали с вами первый раппорт. Начинается раппорт со столбика первого с одним накидом, заканчивается раппорт 2 воздушными петлями. Приступаем к вязанию второго раппорта. Находим 3 столбик с одним накидом. Так вот, 1, 2, 3, вершину 3 столбика вяжем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика 3, 1 воздушная петля, между столбиками 4 столбик, 1 воздушная петля, вершину столбика 5 столбик, 1 воздушная петля, между столбиками 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, вершину столбика провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, между столбиками провязали 8 столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, и вершину 7 столбика
предыдущего ряда. Провязываем 9 столбик с одним накидом. Все, связали с вами ракушечку, веерочек. Набираем цепочку из одной воздушной петли для того, чтобы закончить ряд. Если вы будете продолжать вязать следующий раппорт третий, то вяжите цепочку из 2 воздушных петель. Здесь мы пропускаем с вами одну петлю цепочки и в основании второй петли провязываем столбик с одним накидом. Вот так вот. Вот такой получается у нас узор. Раппорт узора всего лишь 1 ряд. Далее, для того, чтобы продолжить вам вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 3-го ряда. Вот он, который мы сейчас с вами только что провязали. И вяжете вместе со мной, повторяя всего лишь 1 ряд. 3-й ряд. Вяжете до нужной вам высоты. Узор вяжется прекрасно по кругу и также прямыми и обратными рядами. Давайте рассмотрим узор со всех сторон. С одной стороны вид и с другой стороны. Получается у нас узор двухсторонний. Но если вы будете вязать данный вид узора все время по кругу, то он будет смотреться гораздо интереснее, симпатичнее. Как вы убедились, вяжется узор очень просто. Легко, быстро, вам даже не потребуется схема вязания узора, потому что он легко запоминается. Но для того, чтобы связать данную модель топа, майки, смотрите схемы, делайте расчеты на свой размер и приступайте к вязанию. Ссылки на пряжу и свой промокод на скидку я вам оставила в комментарии под этим видео. А если вы начинающая вязальщица, не умеете читать схемы, не умеете вязать плечевые вещи, а только учитесь вязать крючком, но хотите обязательно научиться, то приглашаю вас на мои подробные попетельные мастер-классы, разработанные для начинающих. Каталог мастер-классов сейчас я вам покажу. Выбирайте любую модель из каталога и в комментариях под этим видео пишите название мастер-класса, и вещь, которую вы хотите связать. И я вам обязательно отвечу, как получить мой авторский мастер-класс. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать», далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер. От 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите. Пряжа для вязания может быть любая.
Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный, состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку», и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка», либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать васильковое поле». Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер. Название проекта «Айсберг».
Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса – видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми и обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, победительные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.